Всем привет, Джей снова на связи. Не так давно у меня на обзоре была низкопрофильная компактная клавиатура от MSI Vigor GK50 Low Profile TKL, которая оказалась весьма стильным, удобным и качественно собранным девайсом. Так вот, мои друзья, магазин Technostore прислали мне на тест полноразмерную Vigor GK50, только версию Elite, оснащенную классическими переключателями. И раз уж она у меня, то давайте и с этой версией клавиатуры познакомимся поближе. Кстати говоря, ссылочки на сайт, Facebook и Instagram Technostore найдете в описании. Рекомендую к ним заглянуть, так как у них всегда очень приятные цены на различного рода комплектующие и периферию. Итак, в комплекте помимо клавиатуры найдете руководство пользователя, пуллер для кейкапов и два дополнительных кейкапа, левые Ctrl и Alt. Они так же, как и в TKL-версии, имеют выпуклый профиль, что по мнению производителя должно делать их более ощутимыми вслепую. Мне же лично без разницы. Внешняя клавиатура все так же имеет узнаваемый дизайн. Корпус выполнен из черного матового пластика, а верхняя панель металлическая с текстурой под шлифовку. Сборка по ощущениям качественная. Корпус на скручивание практически не реагирует. Продавить в районе пробела можно, но для этого придется приложить такие усилия, которые при нормальной адекватной печати вы прилагать точно не будете. Габариты клавиатуры составляют: длина 435 мм, ширина 135 мм. Передний край кейкапа в нижнего ряда находится на высоте в 29 мм от поверхности стола, а задний край кейкапа верхнего ряда находится на высоте в 38 мм. За счет откидных ножек задний край можно приподнять на высоту в 48 мм. Основные резиновые ножки неплохие. Они не особо крупные, но со своей задачей справляются. На откидных ножках резинки также присутствуют. Кабель несъемный, длина 1,8 метра. Он в тканевой оплетке, напоминающей нейлон, жесткий и с эффектом памяти. Коннектор позолоченный. Ферритовый фильтр присутствует. Кейкапы из АБС пластика. Что интересно, 4 нижних ряда имеют меньшую высоту, чем верхние 2. Для латинских букв используется фирменный шрифт. Кириллица нанесена стандартным шрифтом. Насчет читаемости символов здесь все в порядке, хоть с подсветкой, хоть без. Пробел, как и два дополнительных кейкапа из комплекта, выпуклый. И он по высоте немного выше, чем те клавиши, которые находятся с ним рядом. Стабилизаторы в длинных клавишах смазаны и свою работу выполняют. В плане фиксации одновременных нажатий, то для клавиатуры заявлена поддержка режима неограниченного количества нажатых клавиш. В данной клавиатуре используются переключатели Kailh Box White с ресурсом на 80 миллионов нажатий. Они обладают защитой от пыли и влаги по стандарту IP56. Усилия для нажатия составляют 45 грамм. Переключатель имеет линейный ход, но при этом обладает четкой тактильной отдачей и характерным звуком срабатывания, повторяющимся при нажатии и отпускании кнопки. Длина хода у данных переключателей 3,6 мм. Срабатывание происходит на середине хода, то есть при продавливании на 1,8 мм. Дальше предлагаю вам послушать, как звучит данная клавиатура на столе и на коврике. Функциональная клавиша здесь обозначена фирменным логотипом MSI. Возможные сочетания клавиш сейчас перед вами. С помощью них можно воспользоваться мультимедийными возможностями клавиатуры, заблокировать клавишу Win, запустить программу MSI Afterburner, если она установлена в вашей системе, а также изменять и регулировать подсветку. В качестве ПО для данной клавиатуры можно использовать утилиты MSI Center или Dragon Center. Функционал у них схожий, и обе они позволяют создать до 3 пользовательских профилей настроек клавиш, записывать макросы, гибко настраивать поведение подсветки и обновлять прошивку клавиатуры в случае выхода апдейтов. Если же вам не требуется индивидуальная настройка цвета каждой кнопки или запись макросов, то эти утилиты можно не устанавливать. Далее продемонстрирую некоторые возможные эффекты подсветки. Как итог, GK50 Elite — это достаточно комфортная полноразмерная клавиатура с крепким корпусом и узнаваемым дизайном, которая может понравиться не только фанатам бренда, но и тем, кому требуется тактильная отдача, звук срабатывания и линейный ход клавиш. Ну а я, как всегда, рекомендую, понятное дело, если будет такая возможность, обязательно поклацать клавиатуру перед покупкой. Тогда вы точно будете уверены в своем выборе. На этом у меня все. Ссылочку на данную клавиатуру найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До скорого!